российский исследователь входит в комнату, где он ожидает увидеть живых и здоровых подопытных. Вместо этого он становится свидетелем абсолютного столпотворения. Он слышит крики проклятых, а перед ним лежит растерзанное и изъеденное тело. Создается впечатление, что в комнате побывал сам Антихрист. Даже у тех, кто выжил, куски плоти вырваны из рук и ног. На концах пальцев видны оголенные кости, с лиц содрана кожа. Что это за ад безумия, думает исследователь. Не совсем так должен был проходить эксперимент, думает он. Ладно, еда была не очень, кровати можно было бы сделать и поудобнее, но рвать друг друга в клочья из-за недосыпа. Да ладно, ребята, это не очень-то по-товарищески. Этот кошмарный сценарий, прямиком из знаменитого русского эксперимента со сном, если, конечно, верить в то, что он действительно имел место. Давайте начнем с самого начала, а затем расскажем, что удалось выяснить нашей команде сыщиков мирового класса о правде, лежащей в основе этого ужасного эксперимента. Итак, на дворе конец 1940-х годов, и советские исследователи создали стимулятор, который, по их мнению, может долгое время поддерживать человека в бодрствующем состоянии, что очень удобно, когда ты ведешь войну. Во время Второй мировой войны у немцев была своя версия такого стимулятора, грозный метамфетамин под названием первитин. Американцы и англичане накачивали свои войска амфетамином бензидрином, который был похож на обычную скорость. Советский Союз хочет улучшить ситуацию и использовать свой вариант наркотика, который не приведет к полному уничтожению организма после трехдневного запоя. Они создали нечто особенное, но сначала нужно испытать его на людях. Найти подопытных несложно, поскольку в 1940-х годах военнопленных было много, а когда речь шла о заключенных, обойти этические соображения было не так уж сложно. Для проведения испытаний создается зона, в которой будут находиться 5 испытуемых. Это герметичная среда, в которую исследователи могут выпускать стимулятор в виде газа и проверять, все ли в порядке с уровнем кислорода. Испытуемым выдается сухая пища, кровать без постельных принадлежностей, проточная вода и туалет. Исследователи прослушивают испытуемых через микрофон и наблюдают за ними с помощью камер. Единственный выход наружу – окна из стекла толщиной 5 дюймов, через которые едва можно увидеть тень. Сцена создана, и первые 3 дня 5 человек находятся в хорошем расположении духа. Газ делает свое дело, и исследователи довольны этим. Один из исследователей говорит другому: нацистский мед, что за шутки, подожди, пока мир увидит, что мы приготовили. Товарищ Сталин будет очень доволен. Испытуемые согласились попытаться не спать в течение 30 дней, и им было ложно сообщено, что если они смогут продержаться эти 30 дней, то получит свободу. Такая сделка кажется им справедливой. Примерно на 4-й день все становятся немного мрачным, когда испытуемые начинают обсуждать войну и те ужасы, которые им довелось увидеть. Они рассказывают о травмах, постоянных кошмарах, других ужасных вещах, свидетелями которых они были. На 5-й день все становятся еще хуже. У мужчин появляются признаки психоза, они разговаривают сами с собой и с предметами, которых нет. Они становятся параноиками по отношению друг к другу и начинают шептаться в микрофоны, рассказывая истории о других испытуемых. Исследователи, конечно, знают все о депривации сна. Уже через 5 дней разум человека может включиться, галлюцинации могут показаться реальными и ужасающими, но они задавались вопросом, что это, потеря сна или сам газ. Подозрения относительно воздействия газа стали более основательными на 9-й день, когда один из парней начал кричать, реветь как банши и бегать по комнате.